Ученые из Стэнфорда недавно обнаружили то, что тибетские мастера знали 5000 лет назад. Дыхательный ритм, способный не просто успокаивать ум, а перестраивать сам мозг. В их лабораториях наблюдали, как уровень БДНФ, особого белка, отвечающего за рост новых нейронов, увеличивается в 3 раза быстрее, чем при медитации. Для нейробиологов это звучит почти как чудо. Для тех, кто практикует осознанное дыхание, как воспоминание. Некоторые ученые говорят, что эта техника слишком мощная, слишком быстро перестраивает нейронные связи, меняет восприятие, переучивает сам мозг ощущать мир по-новому. А все основано на простом цикле дыхания. Вдох, задержка, выдох. 5 секунд на каждое движение. Ты слышал об этом как о чередовании вдохов и паузы. Но в тибетских монастырях это было не упражнение, а ритуал. Способ очистить сознание от шума ума и войти в пустоту, из которой возникает все. Современная наука называет это вегетативной перезагрузкой и активацией блуждающего нерва, той тонкой оси, что соединяет мозг с каждым органом. Когда ты дышишь осознанно, не просто вдыхаешь воздух, ты входишь в ритм Вселенной. Именно в эти моменты твое тело начинает вспоминать, как выглядит равновесие, а разум, как звучит тишина. Многие пытаются начать с визуализации, представить, притянуть, нарисовать в уме картину будущего. Но все это работает только тогда, когда ты уже внутри тишины, когда ум больше не рисует, а просто видит. Сейчас мы разберем, как работает ритм 5-5-5. Он выглядит просто, но при регулярном выполнении меняет все. Сон, фокус, восприятие, само чувство присутствия в этом мире. Сядь прямо. Неважно, на полу или на стуле. Позвоночник вытянут, плечи мягкие, взгляд спокоен. Сделай первый вдох через нос на 5 секунд. Не спеши. Я сейчас говорю не о механике дыхания, а о внимании. Почувствуй, как воздух входит в тебя, как живое движение пронизывает все тело. С каждым вдохом внутри тебя становится чуть больше жизни. Теперь удержи дыхание на 5 секунд. Язык мягко прижат к небу. Это старый прием тибетских монахов, который соединяет верх и низ тела, создавая энергетическую цепь. Почувствуй это сопряжение, словно все твое внимание собралось в одну точку тишины. Это мгновение остановки, самое живое. В нем нервная система сбрасывает лишнее. Мозг перестраивается. Выдох 5 секунд. Рот чуть приоткрыт. Выдыхай мягко, словно опускаешь все, что тебя давило. Позволь телу самому расслабиться, не помогай ему. Просто наблюдай, как оно делает это. Выдох – это момент, когда тело вспоминает, что оно в безопасности. В этот момент включается блуждающий нерв, который передает в мозг одну фразу: «Все хорошо». И все. 3 цикла. Всего 15 секунд на перезагрузку. Потом 5 циклов. Потом 10. Через несколько минут ты почувствуешь легкое покалывание в пальцах, тепло в груди, тишину в уме. Это не эффект, это возвращение. Твой организм начинает работать на новой частоте. Ученые объясняют это через рост БДНФ, нейропептида, который стимулирует рост новых нейронов. Древние мастера говорили проще: дыхание пробуждает жизнь. Это одно и то же. Если вглядеться внимательнее, между вдохом и выдохом есть пауза.
Там нет мысли, нет напряжения, нет попытки что-то изменить. Есть только присутствие. Именно в эту паузу ты начинаешь вспоминать, кто дышит. Между вдохом и выдохом есть точка, тонкая, как лезвие света. Ее невозможно удержать, но можно заметить. Когда ты оказываешься в ней, все исчезает. Дыхание, тело, мысль. Остается только чистое осознание, которое дышит само. Эта пауза не пустота. Это источник. Из нее рождаются и вдох, и выдох, и весь ритм жизни. И когда ты начинаешь распознавать себя не как дышащего, а как того, кто наблюдает дыхание, ты выходишь за пределы биологии. Сознание разворачивается само в себе. То, что нейрофизиологи называют активацией блуждающего нерва, древние мастера называли прикосновением к источнику. Потому что именно там, где тело расслабляется, а ум замирает, проявляется истинный «ты». Ни форма, ни роль, ни история. Присутствие. И вот тогда дыхание становится не упражнением, а мостом. Между видимым и невидимым. Между телом и сознанием. Между тобой и тем, что тобой дышит. Если идти глубже, дыхание исчезает. Не потому, что ты перестаешь дышать, а потому, что исчезает тот, кто дышит. Остается только движение само по себе, как океан, что колышет собственную поверхность. Здесь уже нет техники, нет попытки что-то сделать правильно. Есть только ясность, в которой все происходит само. И эта ясность — ты. И тогда понимаешь, все, что ты искал в практиках, в дыхании, в знаниях, уже дышит внутри тебя. Ты никогда не был отделен. Просто шум ума был громче, чем тишина, из которой все рождается. И когда ты начинаешь жить из этой точки, реальность начинает подстраиваться под твое состояние. Не потому, что ты управляешь ею, а потому, что ты становишься ее источником. Это и есть настоящая точка присутствия. То место внутри, где дыхание, тело и мысль растворяются в чистом осознании. И отсюда начинается все. Многие пытаются начать с визуализации, представить, притянуть, нарисовать в уме картину будущего. Но все это работает только тогда, когда ты уже внутри тишины, когда ум больше не рисует, а просто видит. В этом состоянии визуализация не создает, она отражает. Ты не придумываешь желаемое, ты видишь то, что уже готово проявиться. Потому что сознание в покое становится зеркалом, а в зеркале все возникает без усилий. Вот почему древние мастера не учили мечтать, они учили быть. Из состояния присутствия все само начинает выстраиваться. Встречи, решения, потоки, деньги, совпадения. Ты просто дышишь, и жизнь дышит тобой. И вот теперь просто побудь. Не дыши специально. Не жди, что что-то изменится. Просто позволь всему быть. Мир продолжает двигаться, но внутри неподвижность. Это не конец практики. Это и есть сама жизнь. Когда ты живешь из этой тишины, все приходит без усилий. Ты не вызываешь события. Ты становишься пространством, в котором они происходят. И если захочешь идти глубже, не ищи новых техник. Просто возвращайся сюда, в то место внутри, где дыхание начинается само. Потому что именно там начало каждого вдоха, начало каждого дня, начало тебя. Главное
Делайте, верьте, и все у вас получится.